Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня мы с вами рассмотрим Эво Жнеца. Сразу скажу, что в принципе здесь ничего такого прям толком интересного нет, но есть ребята, которые с помощью Жнеца могут пройти кошмар, могут там и урон в принципе неплохой на боссе показывать. Ну, понятное дело, что если есть там кем наваливать, то лучше, конечно, использовать их. Но в любом случае Жнец это старенький такой ретро-герой. Он там с самых истоков игры у нас, в самом начале игры у нас находится. И если вы его прокачали, вот у меня получилось его прокачать, там арена была на Жнеца, по-моему, все остальное было у меня прокачано либо не нужно, поэтому вот я решил все-таки добить кузницу до 5 уровня. Итак, что у нас здесь в кузнице такого интересного или наоборот неинтересного? На первом уровне мы с вами выбираем либо область эффектов у нас будет выше, либо шанс нанести врагам кровотечение 25%. Это достаточно большой такой показатель, поэтому я выбрал именно эту сторону. Здесь у нас идет на втором уровне, либо сокращаем перезарядку, ну, мне это уже не актуально, поэтому я выбрал правую сторону. Либо мы, получается, увеличиваем урон истекающим кровью врагам. То есть вот эта и вот эта сторона, они между собой взаимосвязаны. Поэтому лучше вот именно вот в такой вот комбинации их ставить. Плюс у нас собиратель душ вращает дополнительный цепной клинок, собирает души врагов. И здесь у собирателя душ также есть 25% шанс нанести врагам кровотечение, либо есть 50% шанс замедлить врагов. И вот тут вот с этими комбинациями можно, в принципе, поиграть. То есть у кого-то урон по кровотечению будет, по истекающим кровью врагам будет выше. Но опять же, мы его с вами поднимаем за счет вот этой вот стороны. У кого-то будет по замедленным врагам. И вот левая сторона, она в принципе ориентирована на то, чтобы вы использовали такой как бы более защищенный, контролирующий режим, потому что вот эта штучка, которая вокруг него, как вот знаете, в детстве, помните, может, там девочки, мальчики прыгали вокруг себя, вот эту скалку крутили, и надо было через нее перепрыгивать, кто-то один в центр вставал. Вот тут примерно такой же принцип, то есть вот этот собиратель душ, он крутится вокруг него, и вот так вот без остановки, только никто, к сожалению, ну или к счастью, конечно, не прыгает через вот этот, ну, через вот этого собирателя душ. Итак, то есть тут надо будет просто вам посмотреть. Если вы хотите прям максимальный урон, то, конечно, я думаю, лучше поставить именно вот так вот, все на правую сторону. Если вы хотите поэкспериментировать, то можете правую сторону оставить и переключиться на левую. Я пробовал и так, в подземелье там бегал, ну, в принципе, разницы толком никакой особо-то и не было. То есть он замедляет, да, там и урон наносит, и по кровотечению тоже он и урон этот дает, и в принципе оно вот как-то вот между собой все это балансирует. Просто вот эта сторона, она более такая защищенная. Так, ну и что здесь? Что здесь, что здесь? Давайте по традиции сбегаем сюда и посмотрим, как он себя... Так, я его выбрал? Я его выбрал, все. Давайте по традиции сбегаем сюда и постараемся... Так, вот не те сапоги я поставил. Давайте сейчас вернемся. Так. Сдаться. Подтвердить. Факел нам вернули. Если очень быстро это сделать, там в первое какое-то определенное время, то факел и энергия, она тоже возвращается, но не во всех режимах. Там в гильдии, я знаю, билет, он не возвращается. Ну все, типа сбегал, ну, вбегал и сбегал. Так. Что нам надо? Нам надо зайти сюда. Нет, мимо. Нам надо зайти сюда. Поставить здесь вот так. Да и в принципе-то, наверное, и все. Все остальное пусть оно так и стоит. Так, заходим в подземелье, нажимаем. Тоже для доп. Обмена возьмем, чтобы побыстрее все это дело собрать. И нажимаем играть. Ничего такого сверхъестественного, то есть уникального, может быть тогда на том стадии
игры, когда еще не было никаких там интересных альтернатив, это и было актуально, но сейчас уже, конечно, это уже не то пальто. Так, все доп. Обмены мы с вами потратили. И, естественно, коса у нас чуть-чуть подпрокачалась. Так, обновляем. Давайте заморозку возьмем и добавим косу. И еще раз косу. Удачно получилось. Сейчас мы очень быстро все это дело соберем. Так, здесь ледяной посох. Настройки режима видимости подбавим. Самое главное, что не брать кинжал рассвета здесь. Но это, по крайней мере, для меня, потому что из-за него вообще ничего не будет видно. Так, обновить урон. Все, сейчас мы с вами быстренько эволюцию ему и откроем, и будем смотреть. Все, вот вращаем дополнительный цепной клинок, собирая души врагов. И вот он у нас, как вертолет, вокруг закрутился. Вызывает кровотечение, урон по ним проходит достаточно неплохой. Ну и в принципе-то больше нам ничего от него и не надо. Давайте дротики добавим. То есть большая часть мобов у нас поражается, поэтому клык призрака в принципе можно здесь и не брать. И в целом вот этот вот клинок, он сам вполне себе с этой задачей достаточно неплохо справляется. Стоит спокойно, отстреливается, там крутится, все вертится. Давайте, ладно, посох возьмем, без разницы, что тут брать. Все равно стоим. Так, перезарядку давайте возьмем, пусть почаще будет. И вот, кстати, сейчас давайте еще сразу обратим внимание на то, что книга скорости и книга области, она не влияет именно на вот этот вот вращающийся клинок. На основное оружие без эва влияет книга области и книга скорости, а на эва не влияет. Ну, по крайней мере, я этого не замечаю. Вот перезарядку берем, и все, и он уже жук, сразу прям чаще старается стрелять. Вот, сейчас не знаю, выпадет, не выпадет. Даже если удвоение возьмем, это тоже будет заметно, это тоже будет видно. То есть вот этих частиц, вот этого вот элемента сферического, их становится немножко больше, вот этих линий. И вот интересно, конечно, сейчас вот книга скорости. Хотя бы раза два ее взять. Ну, я думаю, сейчас возьмем. Так, давайте здесь вот это возьмем. Что обновим. Книга удвоения, ладно. Обновляем. Вот она, книга скорости. И вот смотрим. Он как будто бы он быстрее и не крутится. То есть он как крутился, так и крутится. Ну вот единственное, только вот до эва вот эта сфера, она вот у нас стала как-то побыстрее. Давайте вот еще и еще даже прибавим. Ну нет. Нету никаких изменений, поэтому не пытайтесь его ускорить никоим образом. То есть он крутится сам по себе со своей какой-то определенной скоростью, и быстрее он от этого крутиться не будет. Но я не знаю, конечно, может быть такое, что я не прав, может быть я ошибаюсь, может быть скорость вращения вот этого клинка, возможно, она зависит от каких-то там стартовых параметров и не сопрягается с вот этой книгой скорости, хотя это навряд ли. Ну, интересно, он такой красивый. Я помню в свое время очень сильно мне его хотелось выбить. Я его выбил, он, по-моему, мне в рулетке выпал за 4 вращения. Я прям помню, так сильно радовался тогда, но понятное дело, что толку особо-то от него и нет. Так, ну и здесь давайте посмотрим, что у нас тут. Эволюция у нас набрала больше всего, но это понятно, потому что мы упор делали именно на основное оружие героя, и все остальное мы там старались не брать. Ну, как видите, он просто выстоял спокойно, без каких-либо проблем. Да и больше-то ему ничего и не надо. То есть можно, в принципе, там бегать, пробовать, проходить кошмар, обычные сложные главы, можно пофармить, если у вас никакой альтернативы нет.
Ну вот, но в остальном вам, конечно, будет тяжеловато. Вот, поэтому делайте выводы, учитывайте вот эти моменты. Ни в коем случае, прям вот ни при каких обстоятельствах супер жетоны на вот это дело все не сливайте. Если выпадет такая ситуация, как у меня, и вы его прокачаете просто вот на арене, потому что уже от безысходности, от того, что вам уже качать больше нечего, тогда да, тогда прокачивайте. А так ни в коем случае. Все, всем большое спасибо, кто посмотрел обзор. Всем пока-пока.